Друзья, всем огромный привет! Сегодня предлагаю поговорить о том трэше, который произошел в нацотборе на Евровидение 2022. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Мне, если честно, очень нужна ваша поддержка. Я буду благодарна за любой лайк, любой комментарий и, конечно, за подписку на Девочка ТВ. Мой недавний ролик о Евровидении завершился позитивными словами о том, что Алина Паш достойна и она не облажается. И как же я была не права. Друзья, мне жаль, мне искренне жаль, что произошло с этим нацотбором. Это реально трэш какой-то. В этом ролике я рассказываю, почему это так удивило, расстроило и одновременно ранило мое сердце. Итак, что же все-таки произошло? После победы Алины Паш в нацотборе на Евровидение начали появляться странные сообщения о том, что она подделала справку о том, что пересекала административную границу с временно оккупированным Крымом со стороны Украины. Почему странные? Да потому что это казалось полным сюром. 14 февраля активист Сергей Стерненко заявил, что имеет все подозрения утверждать о факте подделки документа Алины Паш о ее пересечении границы в Крым. Он подчеркнул, что убежден, что справка является фейком, а артистка пересекала границы Крыма с территории государства-оккупанта с помощью российских авиалиний. Стерненко направил обращение к общественному вещателю, а также потребовал, чтобы Госпогранслужба Украины проверила документ. И то, что происходило дальше, если честно, просто шокировало меня. Ну подумайте, как могла Алина Паш, победительница нацотбора, которая публично так уверенно говорила о своей невиновности и преданности Украине, подделать справку. Но не могла она, не правда ли? После негативной реакции соцсетей и заявления Сергея Стерненко, общественный вещатель заявил, что обращается в Государственную пограничную службу Украины для проверки справки, предоставленной командой победительницы нацотбора. И что выясняется? Что справку ей никто не выдавал. Погранслужба Украины не создавала и не предоставляла документ, который победительница финала нацотбора Алина Паш передала общественному вещателю. Позднее Алина Паш опубликовала пост, в котором сообщила, что лично обратилась в Государственную пограничную службу и показала справку, которую она получила. В этой справке сказано, что данные о лицах, пересекших государственную границу Украины, сохраняются в течение 5 лет. А это значит, что данные о пересечении Алины Паш границы Крыма уже недоступны. Их попросту удалили из базы. Таким образом, Алина не может подтвердить свою невиновность. И теперь, безусловно, есть гораздо больше оснований поверить Стерненко. Позже в своем телеграм-канале он, кстати, обнародовал информацию о заграничных поездках Алины в 2015-2016 году. Согласно его данным, она посещала оккупированный Крым через Москву с нарушением закона. После посещения Госпогранслужбы Алина якобы отказывается от участия в нацотборе на Евровидение. Об этом она сообщает на своей странице в Инстаграм и утверждает, что сняла свою кандидатуру с Евровидения. Я артистка, а не политик. У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и натиску, взлому моих социальных сетей, угрозам, а также абсолютно неприемлемым формулировкам, которые позволяют себе люди, не разобравшись в ситуации и забыв о достоинстве каждого гражданина Украины. Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас – это внешняя, пришедшая в мою страну в 2014 году. Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидения. К сожалению, мне очень жаль, написала Алина. Но и на этом еще не все. Вовсе не Алина отказалась от участия в конкурсе. Просто организационный комитет национального отбора на Евровидение собрался на внеочередное заседание и принял решение о прекращении участия Алины Паш в отборе. Таким образом, певица была дисквалифицирована из-за поддельной справки, а не лично отказалась от участия в конкурсе. Давайте подытожим. Итак, Алина утверждает, что не имеет отношения к поддельной справке, которую делал по ее просьбе один из членов ее команды, поскольку в тот момент она болела. Но в этой истории слишком много «но», которые, по сути, утопили Алину в грязи и недоверии украинцев. Без сомнений, она невероятно талантливая артистка. В Украине на сегодняшний день нет таких ярких и самобытных певиц, как она. И если признаться честно, я болела именно за Алину. Но вся эта ситуация с поддельной справкой и публичной ложью просто лишает веры в нее.
В результате мы получили достаточно сложную ситуацию, ведь Алина не может доказать свою невиновность, а те данные, которые всплыли о ее поездке в Крым, подтверждают лишь то, что она врет. Но если честно, я все еще не могу понять, неужели Алина и ее команда наивно полагали, что им удастся замять скандал с помощью поддельной справки? Как-то не верится, правда? Таким образом, мы получаем нового победителя нацотбора. На Евровидении в этом году Украину представит Калуш Оркестра. Ребята, конечно, невероятно счастливы. Не имею ничего против Калуша, но в финале нацотбора, честно говоря, они немного обыдлились в моих глазах. За кулисами они требовали показать информацию о результатах голосования и выражали сомнения в прозрачности организованного голосования. Що які ще питання? Ми хочемо подивитися наші результати. Вони були в ефірі. А девушка сказала, что Він путався, что мы можем его Це посмотреть. як вже переговорили, все було в останній Переговорили, це дам. прекрасно. Да. Ми любимо, коли хтось переговорює, але нам дуже цікаво все ж таки глянути. От він спутався, вся країна бачила. Це бачила вся країна, і нас зараз дивиться 9 тисяч людей. Так. І ще тут куча телефонів, це все мільйонників, Так, я так, думаю, в так, сумі так, десь 25. так. Ви Добре. можете пояснити, чого тут фальсифікація? Ніякої фальсифікації. Немає фальсифікації? Нема, абсолютно. Цікаво, чому ми не можемо підтвердіть слова? розповісти, Мені що, здається, тут є фальсифікація. До побачення. Ми не попрощалися, тобто ви підтверджуєте, що тут є фальсифікація? Позже Алексей Гончаренко прокомментировал, почему Олегу, лидеру Калуш, не показали справку о результатах зрительского голосования. Он отметил, что в правилах нет того, что они по требованию кому-то должны что-то показывать. Ну и в этом, честно говоря, есть логика. Но давайте будем честными, это нормальная практика на конкурсах. Кстати, после всех этих событий неприятных было принято решение об увольнении Ярослава Ладыгина с должности члена правления общественного вещания. Его увольнение, к слову, сильно порадовало лидера Калуш. Йоу, я до вас з хорошими новинами. Хто не чув, Лодигіна звільнили сьогодні з Суспільного. Нарешті справедливість перемогла. Клас. Жаль, звісно, що він не сам пішов, як і обіцяв, но нічого, все буде файно. Так що, рухаємось далі, слідкуйте. Напомним, между членом жюри нацотбора Ярославом Ладыгиным и коллективом Калуш Оркестра возник конфликт после того, как представитель Суспільного назвал их людьми с гор. Як такі люди з лісів, люди з гор в даному випадку, да? Щоб люди нас в Європі і в світі сприймали тільки як людей природи. Да? Позже, во время пресс-конференции Суспільного, Ладыгин извинился перед музыкантами за свои слова. Кстати, еще немного о зраде. Участник коллектива Калуш Оркестра Тимофей в 2015 году тоже публиковал в сети фото на Красной площади. Он заявил, что посещал Россию, однако фото было сделано в 2013 году, до агрессивных действий РФ в отношении Украины. Тогда музыкант якобы участвовал в массовке на концерте Поплавского. Так что эта тема хоть и могла оказаться новым скандалом, но она не навредит группе Калуш. И напоследок, для поднятия настроения после таких печальных новостей, а для кого-то, может быть, радостных, предлагаю послушать песню, с которой группа Калуш представит Украину на Евровидении в Италии в этом году в исполнении Лейси Никитюк. Она выразила поддержку ребятам и опубликовала видео, в котором спела Стефанию. Hello, Ukraine! Ця пісня для тебе. Льолі, льолі, Стефанія, мамо, мамо, Стефанія розквітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово. От себя добавлю, что после всего этого трэша хотелось бы увидеть на Евровидении веселое, жизнерадостное выступление. На фоне российской угрозы и того стресса, который каждый день в своей жизни испытывают сейчас украинцы, нам бы не помешало немного простой человеческой радости. Давайте признаем, идеальной кандидатурой на эту роль является Велбой. Веселый, открытый мальчик, который не принимал участия в разборках и скандалах, а просто развлекал всех нас своим нози-боси. Но это лишь мое мнение. Якби можна без зусилля було, просто не виходячи із дому за анозі, бозі, бозі. И как же все-таки обидно, когда в такой напряженный для страны момент, когда и так все на стрессе, на взводе и в ожидании непонятно чего, в этой неопределенности происходит такой нацотбор, который встряхивает нас еще больше. Я считаю, что в такой напряженный момент для страны
Организаторы нацотбора на Евровидении должны были сделать максимум. Они должны были максимально сделать все для того, чтобы просто подарить людям зрелищное шоу, дать классный заряд позитива, без никаких скандалов и просто определить победителя нацотбора, который представит нашу страну в Италии. Что же здесь такого сложного? Неужели нельзя было заранее проверить все обвинения в сторону Алины Паш, вообще не допустить того, что сейчас происходит? В общем, считаю, что это была лажа еще и в такой неподходящий момент. Наоборот, людям сейчас нужен просто праздник, спокойствие, чтобы хотя бы в отношении Евровидения 2022 они не испытывали того негатива и стресса, и нервов, которые испытывают каждый день. Пишите в комментариях, что вы думаете об Алине, Калуше и вообще обо всем этом кошмаре. И, конечно, не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Мне, правда, очень нужна ваша поддержка. А я прощаюсь с вами. Пока-пока и желаю всем мирного неба над головой.